Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю рассматривать вторую часть книги «Разыскание о начале Руси» Дмитрия Ивановича Иловайского. Он знаменит тем, что полностью опроверг нормандскую теорию и показал глубокую древность и исконную высокую развитость славян и русских. Это русский историк, по учебникам которого в царское время еще учились истории дети. Но в наше время это все запрещено и забыто. Почему, вы можете понять, прочитав его книгу. Мы сейчас заканчиваем раздел о мнимом призвании варягов, где, я повторяю, он полностью опроверг нормандскую теорию и показал, что все доказательства норманистов они наоборот опровергают, что были какие-то пришлые непонятные руководители, которые что-то организовывали. То есть на этой территории уже существовала огромная территория под названием Русь. Она была известна с древнейших времен. В наше время это все забыто, запрещено. А легенда о призвании варягов это всего лишь одна из многих легенд. Притом предыдущие легенды намного древнее и опять же охватывают гигантские территории. От Дуная и Рейна до фактически Волги. Захватывая Черное море, Азовское, Каспийское и Балтийское. Поэтому предлагаю приступить. Потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. Ну и повторять ошибки. И опять же, кто не знает своего прошлого, тот не имеет будущего. В русских летописях и в скандинавских сагах нашлось несколько сходных преданий. О смерти Олега от своего коня, о взятии Коростеня Ольгой при помощи воробьев и голубей. И говорят, вот еще это доказательство скандинавского происхождения. Но русские сказы, они немного древнее скандинавских. То есть потом, кстати, эти же сказы мы встречаем у монголов, по которым войско Чингисхана таким же способом взяло один из неприятельских городов. То есть, опять же, у кого это все взято? Изначально у русов. А кто были те народы? Вопрос открыт, потому что те же монголы, скорее всего, это и была одна из ветвей русского народа. Здесь, кстати, это в книге рассматривается. Наша легенда о призвании князей из-за моря имеет все признаки сказочного свойства. Во-первых, три брата. Это любимый сказочный мотив славян, то есть старший, средний и младший брат. И у древних скифов, которых тоже изначально существовало три брата. В средние века у славян миф о происхождении трех главных народов от трех братьев – Леха, Чеха и Руса. То есть летопись Рюрика, она не уникальна, но почему-то она рассматривается только одна. Все остальные древнейшие свидетельства никто не видит и не слышит. Почему так? Вопрос тем, кто называет себя официалами. И да, напоминаю, что и в X веке это описана история, как Ольга наказала древлян. Как она получила голубей и воробьев, привязала труд, отпустила. Эти птицы вернулись в город и подожгли его. За что потом она смогла наказать этих древлян, которые убили ее мужа. Но извините меня, все эти легенды изначально есть у русов. А потом они расползлись по миру. Иногда они встречаются и у родственных народов. Изначально-то это легенды княгини Ольги. Также напомню известие, которое есть в степной книге, о том, что Рюрик с братьями пришли из прусской земли, что они были потомками Пруса, брата Октавиана Августа. Воскресенская летопись тоже выводит их из прусской земли. Но это поморские русы. То есть русы, живущие по морю. Может, как раз их и приглашали для укрепления воинской составляющей. Но их же там не было 100 тысяч. Это могли быть какой-то один отряд, не более. Польский историк Длугош, писавший во второй половине 15 века, имеющий под руками огромное количество русских летописей, в своих известиях о Руси, распространяется о Кии, Щеке и Хариве, и только мимоходом упоминает о выборе каких-то трех братьев-варягов некоторыми русскими племенами. Напротив, он говорит о Руси как о народе туземном и стародавнем в России, приводит мнение о происхождении от мифического руса.
Ну, мифического руса нельзя рассматривать, потому что там вообще 4000 лет назад это дело было. И он как раз является первоооснователем Новгорода. Поэтому про него норманисты, вообще не вспоминают, а зря, потому что доказательства этому есть. Стариковский также ничего не знает о происшествии Руси и Скандинавии. Он ведет Русь от Роксолан и Роксан. А о варягах замечает, что об их отечестве различные мнения, и что русские хроники не дают на этот счет никакого объяснения. Все это показывает, какая была путаница в летописях по вопросу начала Руси. Прежде, нежели возобладало представление о происшествии какого-то небывалого народа, варягов русов, но они же русы. Может, и пришли из Поморской Руси, но они никакое государство не закладывали, оно уже существовало. Причем на огромной территории. Отсюда мы позволяем себе предположить, что и сама легенда о посольстве славян, так называемых новгородских, Заморья и призвании варяжских князей, это одна из легенд о начале Новгородской Руси, об одном из ее этапе, если будет правильно сказать. Настоящий вид эта легенда получила либо во второй половине XII, либо в первой половине XIII века, когда Новгород достигает своего расцвета. И для того, чтобы упрочить свою роль, он начинает эту легенду какую-то вспоминать или придумывать. Вопрос открыт. Но если мы обратимся к Ивану Грозному, а этот товарищ вообще такой нелюбимый современными историками, и не зря, потому что есть второе послание шведскому королю Юхану III. И вот что он ему пишет. Первое, ты пишешь свое имя впереди нашего, это неприлично, ибо нам брат римский Цезарь и другие великие государи, а тебе невозможно им братом называться, ибо шведская земля честью ниже этих государств, как будет показано впереди. То есть Иван Грозный не знает ни о какой роли, сверхроли Скандинавии в формировании Руси. Не знает он это, потому что фактически нормандская теория будет сформирована только во времена Ломоносова. А знает он про связи с Римской империей. Это не просто так, потому что в предыдущих видео я показывал, что так называемые этруски, которые лежат в основе Римской империи, это обычные русские люди, которые в итоге попали опять же в тот район, который называется как Москва. Это смотрите предыдущие видео, они будут в заставках к этому видео. Если мы обратимся к уцелевшим памятникам русской словесности до татарского периода, то нас поразит следующее явление. Нигде в этих памятниках почти нет никакого намека на призвание варяжских князей. А между тем поводы были нередки. Возьмем хотя бы известие о полку Игореве. Оно не раз вспоминает о старых временах, о старых русских князьях и о веках Трояна, но о варяжских князьях там нет ни слова. Слово о полку Игореве, хотя относится к концу XII века, однако в нем еще живо представление о Тьму-Таракане как о части русской земли, но отрезанной от нее половецкой ордой. И не только о Тьму-Таракане. Поэтому говорить о готских девах, которые на берегу Синего моря поют песню, звеня русским золотом. Тут, конечно, идет речь о готском или южном береге Крыма. Но нигде нет и помину в наших летописях про Рюрика. Самый поход Игоря и Всеволода, как видно из слова, был предпринят с целью поискать град Тьму-Таракань. То есть существование Азовской и Таманской Руси объясняется нам упоминание арабов походов русов на Волгу и в Каспийское море в 913-944 году. Эти походы, естественно, всего приписать Руси Тьму-Тараканской, а не Киевской, тем более скандинавской. Укажу еще на известие из Тахри, повторенное у Ибн Хаукала, о том, что Русь состоит из 3 племен. Первое, царь, который живет Куяба, второе называется Славия, и третье Артания, царь, который живет в городе Арт. Куяба или Кутаба, это, конечно, Киев. Под именем Славия есть достоверное разумение новгородскую землю, но Артания становится затруднительной. Истархи прямо говорит, что Арта находится между Хазаром и Дунайским Болгаром. Мы думаем, что нет особой нужды искать что-то отдельное.
так как арта и артания суть греческая таматарха или русский тмутаракань. Вот и весь секрет. Оказывается, обратите внимание на размеры как бы русского государства. В помощь нам тмутараканский камень. Его нашли в 18 веке. Ну, что там за надпись? В лето 6576, индикта 6, Глеб мерил море по льду от Тмутараканя до Корчева 14 тысяч сажений. То есть князь Глеб, который был убит 30 мая 1078 года, он был князь Тмутараканский, 1064 год, и с 66 по 68, и он же князь Новгородский, старший сын великого князя Киевского Святослава Ярославовича. То есть здесь связь Новгородской Руси, Киевской Руси и Азовской Руси. Ну и уже не будем обращать внимания, что он здесь упоминает древнейший в мире славянский календарь, который современные как бы официалы постоянно вешают на Византию, не рассказывая, откуда же она взялась-то в Византии. Ну, а мы знаем прекрасно, что все древнейшие календари были найдены, изучены в Сибири, но в современной истории они не используются, потому что полностью эту историю опровергают. Опять же, здесь мы видим саженевую систему, то есть мы видим русские меры времени и расстояния, по которой, кстати, саженевая система была отменена только большевиками. Славянский календарь отменил Петр I. Хотя он как существовал, как был самым точным, так и остается. Его по миру огромное множество свидетельств о его существовании задолго до так называемой Римской империи. Тмутаракань объясняет нам и упоминание арабами какой-то остров, обитаемый Русью, окруженный озером, покрытый лесами и болотами, нездоровый и сырой. Много было догадок насчет этого непонятного острова. Его толковали Данией, Скандинавией, Волжскими островами. Но нам кажется, что ближе к решению этого вопроса будет Тамань. Ну, Тмутараканская Русь может нам объяснить и те известия о арабах, где Русь ставится отдельно от Куябы, от Киева. Ну, скорее всего, это остров Крым. Не то как бы Кубань, но и Крым. Потому что он как бы со всех сторон окружен фактически морем. И кажется, что это не полуостров, а остров. Тем более для тех, кто там как бы не живет. Под этой Черноморской Русью, однако, не разумея одну только Тмутаракань. Пределы самого Тмутараканского княжества нам точно неизвестны. Здесь знаем только, что сосредоточением его был остров Тамань, соседней частью Крыма и восточного Азовского прибрежья. Его северное и западное прибрежье, по всей вероятности, тоже принадлежало этому княжеству. Мы видим, что от устья Дона в те времена были в руках Руси. Отсюда они переходили со своими лодками на Волгу и плавали в Каспийское море. Поэтому арабы даже полагали на месте Нижнего Дона какой-то рукав, в котором Азовское море соединяется с Волгой. Да, это знаменитый канал, который вроде бы построили во времена Советского Союза, а по факту был он и раньше. Его там не во времена Петра строили, он существовал многие сотни и тысячи лет, потому что позволял сделать соединение Азовского, Черного морей, Каспийского и Балтийского. Почему и важно было контролировать эту территорию. И так было, кстати, всегда. К Черноморской Руси, я думаю, следует отнести и племя тиверцев или тиревцев. Замечено, что в нашем летописном своде название этого племени промелькнуло раза 2 или 3, а потом исчезло без следа. Между тем, у византийцев тиверцы не встречаются, но у них есть тавроскифы. И мы позволяем себе эти два племени соединить в одно, что это они есть. В начальной нашей летописи при исчислении племен, населявших Россию, именно говорится об угличах и тиверцах, что они простирались до Дуная, но главным образом сидели по Днестру до самого моря, что грады их существуют до сего дня, и что страна их называлась греками Великая Скифия. Название тиверцев или тавроскифов, как название самого южного русского племени, то есть самого ближнего к грекам, легко могло переходить у них из одного вида в другое. То есть этим племенем они обозначали всех русов.
А это очень важно. Почему? Да потому что те же тавры, они же в истории тевкры, они же, согласно древнегреческой мифологии, народность, населявшая древнюю Трою и Крит. А потом они отправились на Кипр, в Палестину. То есть это те, кого мы знаем как троянцы, критяне. Они же жители Греции изначально. Они же потом те же племена, которые переселились в Италию. И мы их знаем как венеды и этруски. То есть вот же какая прямая связь. Это я показывал в предыдущих видео. Перейдите, посмотрите. То есть здесь прямая связь с древним Критом, с древним Крымом, с Троей, греками и как бы всей Италией. Да еще и Ближним Востоком. Сын Владимира, Мстислав, Тимур Тараканский, является также могущественным князем, который громит соседние народы, одолевает своего старшего брата Ярослава Киевского и захватывает в себе все русские области на восток от Днепра. По всей вероятности, до прихода печенегов и половцев пределы Тму-Тараканского княжества на севере почти сходились с пределами Чернигова Северской Руси. И тогда понятны будут их связи, о которых еще живо помнит автор слова о полку Игореве. В то же время на юг, в восточной части Крыма, пределы Тму-Тараканской Руси сталкивались с византийскими владениями. И как бы из донесения неизвестного по имени греческого начальника в Крыму о его войне с каким-то варварским народом. Предводитель этого народа, напавший на греков, владеет страной к северу от Дуная. Между тем, обитатели соседней Крымской области, как свидетельствует письмо, суть единомышленники этого варварского народа. Нельзя не узнать здесь Русь. А под князем тут можно подразумевать Игоря или Святослава, или Владимира. Там же ниже ставится Руси в условия не пускать черных болгар воевать Корсунскую страну и не грабить греческие суда, выброшенные на берег. Все эти условия возможны были только при существовании Руси у самого Черного моря и вполне согласуются с арабскими известиями о русских приморских народах. Тогда не покажется странным известие Льва Дьякона о том, что Игорь после своего поражения греками воротился не в Киев, а в Кемерий Боспорский. И вообще более понятно для нас делаются морские предприятия русов против Византии. В договорах Цимисхия со Святославом опять русский князь обязуется не нападать на область Корсунскую. Ясно, что эта область соседняя с Русью, и что последняя пыталась завоевать ее. И действительно, опасения византийцев сбылись. При Владимире Корсунь была завоевана Русью. Вот и весь секрет, как бы. Если мы посмотрим на как бы карту того же Тму-Тараканского княжества, Киева, мы понимаем, за что шла борьба. Как бы за объединение Руси и за контроль над основными торговыми путями, которые идут по Днепру, Дону и Волге. Хотя в древности Дон это как бы в принципе река. И она не должна быть конкретно та, что вы знаете сегодня. Но опять же, эти контроли позволяют контролировать основные торговые пути. Вот и весь секрет, как бы, почему постоянно здесь идет какая-то война, какие-то постоянные разборки, но при этом идет торговля, идут как бы обменные операции, и получается огромные налоги собирать с тех, кто постоянно совершает эту торговлю. Обратим внимание на интересный рассказ Константина Багрянародного о продолжающейся борьбе между боспорянами и херсонеситами. Во главе боспорян стояла династия Савроматов. Очевидно, сарматы завладели древним Боспорским царством, стремились завладеть и последним оплотом эллинизма в Крыму, то есть Херсонесом Таврическим. Всматриваясь ближе в отношения Таманской Руси с Корсунью, нельзя прийти к тому же заключению, что их враждебные отношения – суть продолжения той же борьбы, о которой рассказывает Константин Багрянародный. А если мы возьмем во внимание, что к сарматским народам древние писатели относили племя Роксоланов, то есть русов, что Роксолане еще в 1 веке до Рождества Христова встречаются около Азовского моря, где они воевали с Митридатом Понтийским. Когда нам не нужно будет выводить из Скандинавии русскую колонию на берегах Азовского и Черного морей. Повторяем, при существовании Черноморской и Азовской Руси нам понятны будут отдаленные походы русов на восток, в Каспийское море и прикавказские страны.
То есть мы думаем, что и торговая колония русов в Итиль, о которой упоминают арабы, принадлежала азовским, а не днепровским русам. Наконец, только существование Азовской Черноморской Руси объясняет нам, почему вообще Русь в начале нашей истории является народом преимущественно мореходным. Морские походы киевских русов совершались, конечно, с помощью их причерноморских родственников. Рось или Руса – это река в Новгородской губернии. Русь – приток реки Нарев. Рось – знаменитый приток Днепра. Руса – приток Семи. Рось – Оскольд. Поруся – приток Полиста и прочее. То есть имя Рось или Рась принадлежало нашей Волге. В этом удостоверяющее нас свидетельство Агафемера 3 века нашей эры и сохраняющееся доселе у Мордвы для ее обозначения Волги название Ра. Ну, Ра — это первозданный свет у славян, то есть единый бог, от которого идет все проявление. Эта последняя форма встречается еще у Птолемея и других историков. Мы думаем, что также река в древних известиях, скрываемая иногда под формой Аракс, как бы тоже является Волгой. То есть вот и весь секрет. То есть очень обращает на себя внимание основных торговых путей, ну и народов, которых на них жили. Опять же, о появлении сарматов, я напоминаю, пишет Диодор Сицилийский в 1 веке до нашей эры, что, во-первых, они скифы, поэтому скифскими царями в результате преднеазиатских походов были переселены многие племена. А самых важных выселений было два. Из Ассирии в землю между Пафлагонием и Понтом. Ассирия – это Ближний Восток, и переселялись они на территорию современной Турции, то есть это все были скифские территории. Другое из Мидии – это современный Иран, основавшийся у реки Танаис, то есть Дон по-современному. Эти переселенцы назывались савраматами. То же самое мы находим и у Плиния Старшего, 1 век до нашей эры. По реке Танаис, впадающей в море двумя устами, живут сарматы, по преданию потомки медян, также разделенные на многие племена. Перед вами монета, найденная в Боспорском царстве, и там вы можете четко прочитать Василевс Саураматов. Красная стрелочка показывает уникальную букву Ять славян. Зелененькая показывает то, что всю эту надпись вы можете прочесть и сегодня. А синенькая показывает древнейший славянский календарь. Если его применить сюда, а сейчас идет 7533 лето, там написано 5494, то есть эта монета отчеканена в 14 году нашей эры в Боспорском царстве. И мы видим и письменность, о чудо, и древнейший славянский календарь. Мы видим, наука не видит. У меня было много видео по этим монетам, они показывают, что славяне существуют. Да, их можно называть по-разному, скифами, медянами, но все они несут одну и ту же культуру, и письменность, и древнейшие календарные системы. Роксолане, скифы, готы, славянские народности Руси. Перейдем прямо к известиям греко-римских писателей о Роксоланах. По нашему мнению, не может быть никакого сомнения в том, что Рось или Русь и Роксоланы – одно и то же название одного и того же народа. Оно означает алан, живших по реке Рокс, или Аракс, или Рось. Впервые под этим именем они вступают в начале 1 века до Рождества Христова. Именно они ведут войну с Митридатом Понтийским. Тацит называет их народом сарматским. Жилища их писателей римские помещают около Черного и Азовского морей, между Доном и Днепром. Впоследствии они, то есть некоторые их ветви, встречаются западнее и своими набегами беспокоят римские области на Дунае. Во время войны Трояна с даками сарматы и роксолане принимают участие в этих войнах и на некоторое время являются союзниками даков. Покорив Дакию, римляне, по-видимому, отбросили Роксолан снова к берегам Днестра и Днепра. По поводу войны с Трояном мы позволим себе следующее сближение. Амиан Мерцелин, сообщая некоторые черты о славянах, говорят, что они были вооружены длинными копьями и носили полотняные кирасы, покрытые роговой чешуей, которая была сделана наподобие птичьих перьев. На известном памятнике Дакийской войны на Трояновой колонии мы встречаем всадников, покрытых именно такой чешуйчатой броней. То есть это как раз броня скифов и сарматов. Эти всадники не даки, а их союзники сарматы.
По тациту знатные роксолане носили чешуйчатые панцири из железных блях. Конечно, недаром имя Трояна жило так долго в преданиях русского народа, потому что мы его встречаем у наших поэтов и XII века, в том же слове о полку Игореве. Ну, напоминаю Классена: скифы, сарматы, массагеты, роксолане, славяне, русы, аланы, сербы, венеды — все эти названия являются синонимами, все они относятся к единому этносу, вот и весь секрет. По Иордану Дакия в VI веке граничила на восток с роксоланами. В IV веке по Рождеству Христову мы находим нынешнюю юго-западную Россию под владычеством готов. В их числе народов, подвластных царю Германариху, приводят ракасов, расов, то есть ракасы, роксы или росы. В другом месте называют их по своему сложному имени роксоланы. Припомним указание Иордана на вероломность роксоланов, на мщение двух знатных братьев из этого племени, нанесших тяжелую рану Германриху. Также он после этого не смог сражаться с гуннами. Отсюда можно заключить, что и само появление гуннов находится в связи с движением роксолан против готов. Первое нашествие гуннов не было бы в сущности движения какой-либо части славянского племени против угнетающих германских народов готов, задается вопросом автор. Замечено, что впоследствии, когда развеялся гунский туман, мы уже не находим массы готских народов, живущих в России, за исключением небольших остатков, например, в Крыму. От Дуная и до Волги мы видим преимущественно народы славянские, и между ними господствующее положение заняла Русь. Века, последующие за гунской эпохой, самые темные в истории русской земли. Византийская историография, Русь опять у них как бы скрывается под общими племенами скифов и сарматов, но в IX веке она снова выступает на сцену под своим именем и громко заявляет о себе своим нападением на Константинополь. В этом веке на помощь истории приходят и арабские известия, опять же по главной причине, что около того времени началось объединение Руси, и своими подвигами они заставили других говорить о себе. Да, фактически гунны, так называемые, это просто объединение племен, в первую очередь славянских. То есть главнокомандующий уния это объединение, это и есть гунны. Они как раз отбили тогда нашествие народов, притом эти готские народы почему-то начали прятаться в Римской империи. То есть, скорее всего, это надо рассматривать, но готское нашествие, скорее всего, это как раз при помощи Римской империи состоялось. Ну, мы знаем, что пройдет еще пару веков, и Римская империя как бы будет уничтожена. Хотя отголоски ее сохранятся и до нашего времени. Перед вами как раз хождение за три моря, 15 век, купца Афанасия Никитина. Зачем я это показываю? То есть, на протяжении всех времен русские купцы ходили по Волге, по Каспию, попадали как бы в древний Иран, она же Мидия, и дальше шли торговать в древнюю Индию. Потом они могли также вернуться другим торговым путем через Крым и Днепр. Это я показываю о том, что эти торговые пути были очень важны, почему здесь постоянно шли войны, конфликты. Все дрались как раз за контроль над торговыми путями. И они даже были намного дальше, чем мы можем себе сегодня представить. Ну а нужно нам, потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традиции, национальных героев, обречена на вымирание. То, что вы видите и сегодня, поэтому и нужно вспоминать забытое прошлое. Ну помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.